Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Вера, и это мой канал о вязании Азалия Нитин. Сегодня вы видите в кадре плед в технике бабушкин квадрат. Этот плед я связала в рамках совместного проекта «Свяжи со мной плед», который организовала Лариса Подлегаева. У меня на канале есть плейлист со всеми видео по этому совместному проекту. Их там 12 штук. Я там показывала подробно все свои продвижения. Там у меня был связан не один этот плед, а два. И третья работа не закончена. Но сегодня я решила наконец-то доделать мастер-класс по этому пледу. И в одном из своих предыдущих видео я говорила, что будет мастер-класс. И наконец-то я готова представить вам это видео с мастер-классом. Плед получился большой, он даже не влезает в кадр. Он тут на весь диван у меня разложен. Текстовое описание я уже выложила на своем сайте azalianitin.com. Ну а сегодня у нас видеоформат. Я расскажу всю основную информацию по этому пледу, по пряже, по схемам, по цветовому распределению. И свяжу в кадре один маленький квадратик и покажу, как соединять квадраты. Вы видите, что плед состоит из больших квадратов. Вот у нас, например, большой квадрат. Вот большой квадрат. Таких квадрата 4. Они все в разных цветовых сочетаниях, как вы видите. Вот один, второй большой квадрат. Здесь у меня третий большой квадрат, который также отличается от первых двух по цветам. И четвертый. Ну, вы можете на свое усмотрение комбинировать цвета. Я предложу вам вариант своей схемы комбинации, и вы можете уже взять принцип, а цвета свои. И также здесь 16 квадратов составных. Вот, посмотрите, 4 маленьких квадратика. Вот они сшиты вот здесь иглой, обвязаны по периметру 5 рядами. Вот 1, 2, 3, 4, 5. Причем здесь чередуется у квадратов обвязка. Также вы видите бежевый и темно-зеленый. А здесь наоборот темно-зеленый, бежевый. Вот так вот все это красиво сочетается. Я покажу сейчас вам схемы этих цветов, как располагать. И потом, когда таких квадратов 16 составных, и потом, когда все квадраты готовы, они сшиваются точно так же вот иглой. Вот тут я сшила. И весь плед обвязан по периметру 7 рядами. Вот он. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. То есть один светло-зеленый. И по 2 ряда уже тут темно-зеленый, бежевый, красный. Ну и вот так очень красиво плед смотрится у нас в итоге. Итак, давайте же подробнее разберем схему вязания. Плед новогодний. Я его назвала новогодний, потому что тут использованы красные и зеленые оттенки, которые уже давно признаны символом американского Рождества. Ну и так как я живу в Америке, да и уже и в России это новогодние цвета считаются красный и зеленый, поэтому плед я так и назвала. В технике бабушкин квадрат. Итак, здесь слайд обо мне, где меня найти. Это описание вы можете в текстовом формате увидеть на сайте azalianitin.com, это мой сайт, также в группе ВКонтакте. И вот эту презентацию также можно будет увидеть на моем сайте и в группе ВКонтакте. Под этим видео я оставлю ссылку. Здесь будет ссылка на видео, пока что здесь другое видео стоит. Не будем останавливаться. Далее, пряжа, которую я использовала, это Red Heart Super Saver Yarn. 198 грамм, 333 метра. Ну, тут можно сделать пересчет на 100 грамм. Стопроцентный акрил, по толщине относится к 4 классу Worsted Weight. И здесь я перечислила название оттенков. Это пряжа американского бренда Red Heart, поэтому в России большинство моих подписчиков из России, так как я снимаю на русском языке, поэтому там такой пряжи нет, но можно использовать какие-то аналоги. Вот цвета здесь я указала.
7 цветов: красный, темно-зеленый, светло-зеленый, бежевый, светло-розовый, малиновый или темно-розовый, можно еще его назвать, и красно-зеленый. Но красно-зеленый у меня был такой цвет, но я его в итоге не использовала, потому что мне не понравилось, как он смотрелся. Там был секционный окрас, красное чередовалось с бежевым и с зеленым. И в готовом изделии это красиво смотрится только при вязании спицами, а крючком мне не понравилось, и я пару квадратиков связала и не стала дальше вязать. Здесь также у меня тут видео есть, где я распаковывала эту пряжу вместе с детьми. Мы доставали эти мотки, разглядывали. Вот можете посмотреть, я оставлю также ссылку под этим видео. Такое праздничное настроение, потому что когда приходит посылка с пряжи, ну это всегда радость для рукодельницы. Итак, идем дальше. Плотность вязания бабушкин квадрат, большой квадрат, получился размером 31 на 31 сантиметр. Плед связан крючком 3,5 мм из 20 квадратов. 16 квадратов составных и 4 больших, о чем я уже говорила в начале. Размер каждого квадрата 31 сантиметр, а общий размер пледа 180 на 145 сантиметров и вес готового изделия 1746 грамм. Я даже подсчитывала количество извязанных метров пряжи по условиям совместного проекта. Это необходимо было сделать, но здесь я уже не указывала. Дальше схема бабушкиного квадрата. Здесь приведена на картинке. Здесь не показана воздушная петля между группами по 3 столбика с накидами. Ну, то есть вот здесь, вот везде подразумевается, что воздушная петля есть, но вот в этой схеме она почему-то не показана. А в уголочках я делала также по 2 воздушные петли, как тут указано. И здесь только 4 ряда нарисовано, и маленькие квадратики как раз у меня связаны с 4 рядов, потом они 4 квадрата объединяются в один и обвязываются. Если вам нужен квадрат большего размера, у меня там 4 квадрата больших по 13 рядов, то мы вяжем точно так же, просто в каждом последующем ряду увеличивается количество вот этих групп по 3 столбика с накидами, на единичку увеличивается. То есть здесь у нас одна группа между углами, здесь 2 такие группы между углами, дальше будет 3 группы вот под эту воздушную петлю провязаны и так далее. Следующее, ну это я уже сказала, что 16 составных и 4 больших квадрата. И дальше плед обвязан 7 рядами по периметру. Ну и самое интересное здесь это цветовая схема пледа. Здесь показана схема расположения квадратов. Каждый квадрат обозначен цифрой. Вот они: 1, 2, 3, 2, 4, 5, 6, 11, 7, 8, 9, 8, 10, 11, 12, 5, 1, 2, 3, 2. А составные квадраты, вот эти вот из 4, также разбиты на квадратики А, Б, С, Д. И видите, тут по-разному они соединены. То есть вот здесь А, Б, С, Д первый квадрат, здесь также А, Б, С, Д первый. Дальше здесь, ну да, здесь в первом ряду везде А, Б, С, Д, во втором ряду уже по-другому, здесь Б, Д, А, С, здесь Д, Б, А, С, вот так. Ну, в общем, это все нужно руководствоваться по схеме, чтобы красиво их соединить. Хотя вы можете и не использовать эту схему, а связать из каких-то остатков просто по своему усмотрению. Так, ну и здесь я добавила вот это квадраты 1 и 9 по рядам, каким цветом вязать какой ряд в каком квадратике. То есть вы вяжете, вот квадрат 1 и 9, вы вяжете сначала 4 маленьких квадратика. Квадратик А из 4 рядов, квадратик Б также из 4 рядов, квадратик С и квадратик Д. Потом вы возвращаетесь к предыдущей вот этой картинке, смотрите, вот он квадратик 1, и располагаете квадратики в нужном порядке здесь, друг относительно друга, А, Б, С, Д, сшиваете их. Я скажу дальше о том, как сшивать. Сшиваете и выполняете обвязку из 5 рядов. Все, на этом первый квадрат будет закончен. И таких квадратов здесь 2. 1 и здесь также 1.
Ну, смотрим дальше, что у нас. Вот, это я сказала. И обвязка. Обвязка суммарная этого составного квадрата. Также из 5 рядов. И красный, малиновый, красный, бежевый, темно-зеленый. Далее. Точно так же, по такому же принципу, вяжем все остальные квадраты. Вот здесь 2, 4, 6, 8, 10, 12. Указано, какими цветами вязать, какой ряд, какой квадратик и из каких цветов сделана обвязка. Далее, квадраты 3 и 7. Точно так же будет по цветам разбивка. 4 маленьких квадратика по 4 ряда. В соответствии с таблицей вяжем. И обвязываем вот такими цветами. Красный, малиновый, красный, бежевый, темно-зеленый. Так, квадраты 5 и 11 это уже большие квадраты. Мы видим здесь 13 рядов. Вот 13 рядов. Причем первые 5 рядов в пятом квадрате вяжутся красный, красный, малиновый, малиновый, темно-зеленый. В 11 малиновый, малиновый, темно-зеленый, темно-зеленый, красный. А дальше одинаково у обоих квадратов. Далее. Общая обвязка пледов. Когда вы сошьете все 20 квадратов, нужно будет делать обвязку. Ну, это я вначале показала. Светло-зеленый первый ряд, потом 2, 3 темно-зеленый, 4, 5 бежевый, 6, 7 красный. Ну и последнее, на чем стоит остановиться, это как соединять квадраты. Соединение квадратов я выполняла иглой, как показано на картинке, темно-зеленой нитью. То есть вот, но я с изнанки сшивала, вот так вот просто сложила и, ну, как это, я не знаю, как по-научному называется этот шов, через край. В общем, вот так вот я сшивала. Я покажу это на видео. При общей обвязке вот в местах соединения квадратов, вот видите, когда мы обвязываем вот это место, где сшиты маленькие квадратики, то здесь вместо 3 столбиков с накидом нужно сделать так. Вяжем 1 столбик с накидом, потом вот здесь вот 2 столбика с накидом с общей вершины. То есть мы сначала вводим крючок в 1 квадрат, провязываем столбик с накидом не до конца, потом в другой квадрат также провязываем не до конца, и потом все 3 петли провязываем вместе, и у нас получается 1 петля. И сюда же уже пойдет 3-й столбик с накидом. То есть таким образом у нас сохраняется число петель 3, но столбика получается от основания 4. Ну и на этом все, в общем-то, объяснение. Это была теоретическая часть. Ну и на практике я хотела бы сейчас вам показать, как связать маленький квадратик и как заправить кончики в нем, потому что кто-то заправляет все хвостики после того, как квадратик уже полностью готов. Но меня лично пугает заправлять сразу такое огромное количество хвостиков, поэтому я их все заправляю в процессе вязания. И когда у меня уже квадратик готов, он уже красиво, аккуратно, без всяких торчащих ниток. И сейчас мы с вами сделаем это в кадре. Также я покажу, как сшить и вот этот момент по соединению квадратов. Оставайтесь со мной, не переключайтесь. Ну а теперь давайте свяжем квадратик в кадре. Нам понадобится вот 4 цвета, согласно моей схеме. Темно-розовый, красный, зеленый, совсем маленький моточек и бежевый. Итак, начинаем вязание. Согласно моей схеме, первый цвет будет красный. Начинать можно 2 способами. Первый способ — это набираем цепочку из 4 воздушных петель, а второй способ — это в кольцо амигуруми. Я могу показать вам оба способа, но вот давайте начнем из 4 воздушных петель. Итак, начинаем. Делаем первую петлю. Сделали здесь узелок и 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Дальше замыкаем в кольцо, вводим крючок в первую петлю и выполняем соединительный столбик. Получилось такое колечко. Теперь вяжем 3 воздушные петли подъема, делаем накид
И в это колечко провязываем столбик с накидом. 1. И также еще второй столбик с накидом сюда же. И второй столбик. Провязали. Ну и вот так можно подтянуть, пододвинуть все. Этот хвостик мы также захватываем, прокладывая вдоль цепочки, и ввязываем уже в квадрат, чтобы потом только обрезать оставалось. Так, 2 воздушные петли, накид и 3 столбика с накидом. 1, сюда же второй, сюда же третий. Провязали. Опять можно вот так подтянуть. Уже виден уголок сформирован. Дальше снова 2 воздушные петли. И опять 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. Теперь снова 2 воздушные петли, опять 3 столбика с накидом, 1, 2, далее второй столбик и третий. То есть колечко маленькое, мы видим, что неудобно вязать, поэтому при втором способе с кольцом амигуруми там по-другому. Там вяжем в большое кольцо и потом затягиваем. Так, все. Равномерно все тут распределилось. Хвостик ввязан. Вяжем 2 воздушные петли. И в третью петлю первой этой начальной цепочки подъема вводим крючок и выполняем соединительный столбик. Все. Это первый ряд готов. Если цвет не меняется, то нужно сделать следующим образом. Провязываем еще соединительный столбик в следующую петлю и еще соединительный столбик в следующую петлю. И уже под цепочку это также соединительный столбик. И отсюда уже из этой точки будем начинать второй ряд. А если цвет меняется, то после того, как мы вот здесь вот выполнили соединительный столбик, затягиваем вот так вот петлю и обрезаем нить. Все, нить обрезана. Будем сейчас подсоединять нить другого цвета. Этот хвостик, в начале ввязанный в полотно, также можно сразу обрезать. А при втором способе, где начало с кольца амигуруми, там его нужно будет еще дальше заправить вверх, а не сразу обрезать, чтобы он не выскочил. А так как вот у нас при этом способе узел в начале, то... Так, давайте посмотрим второй способ с кольцом амигуруми. Я возьму зеленый цвет, кладем нить на указательный палец, кончик короткий вот так к себе расположен, оборачиваем вокруг указательного пальца, прижимаем большим пальцем место перекрещивания, берем крючок, вводим в это кольцо, захватываем нить, цепляем, подхватываем рабочую нить, делаем накид вот так вот. И получилась такая вот конструкция. 2 воздушные петли. Делаем накид и вот столбики с накидом еще 2 вяжем. 1,
и второй. Ну и в общем по той же самой схеме вяжем первый ряд просто в это кольцо. Дальше 2 воздушные петли, повторяем опять 3 столбика с накидом. Ну и вяжем таким образом ряд до конца. Четыре группы столбиков с накидом я связала. Последние 2 воздушные петли. Теперь дергаем за хвостик. Все, кольцо затянули. И получилось очень аккуратно. Тоненькое совсем вот это вот колечко основания. Ну и дальше нужно завершить ряд соединительным столбиком. В третью петлю цепочки подъема вводим крючок и вяжем соединительный столбик. Все. На темной пряже плоховато видно. Ну вот такой вот получился первый ряд у нас. Ну, если сравнить эти 2 квадратика, то получается, что в красном более толстая серединка, чем в зеленом, но визуально так больше никакой разницы нет. Ну и хвостик надо еще дополнительно заправлять в зеленом квадрате. Хотя он смотрится, наверное, более аккуратно. Ну, тут каждый уже выбирает по своему вкусу. Продолжим с красным квадратом. Дальше у меня темно-розовый цвет. Начинаем второй ряд. Второй ряд я начинаю вот с другого уголка, обычно не там, где этот хвостик. Ну и вот этот хвостик я обычно крючком сразу вот так вот заправляю. Вот. Потом вот с этой стороны заправляем под эти петли. Ну и еще раз в следующую петлю вводим крючок и вытягиваем хвостик. Далее берем розовую нить, кончик короткий к себе. Ну и тут я буду сразу заправлять розовую нитку. Как я это делаю? Вот я ввела и вот так вот вывожу этот розовый хвостик и прокладываю вот так за крючком перед рабочей нитью, между рабочей нитью и крючком. Вот так вот он там проложен. Делаю воздушную петлю, затягиваю. Такая вот первая петля. Теперь нужно сделать 2 воздушные петли. И каждый раз мы опять прокладываем кончик. Опять прокладываем между рабочей нитью и крючком наверх теперь. Подтягиваем. Перекидываем опять. Дальше перекидываем. Теперь пошли еще 2 столбика с накидом. Раз. И опять перекидываем. То есть перед каждой вот манипуляцией с крючком нужно перекидывать перед каждым шагом эту нить. А красную мы ввязываем в полотно. Перекидываем. Все, 3 связали, 3 столбика с накидом. Опять перекидываем эту нить. 2 воздушные петли, 1, перекидываем, 2, перекидываем. Теперь опять 3 столбика с накидом сюда же. 1, не забываем, перекидываем нить. Обратно перекидываем. Мне нравится этот способ тем, что мне лично перекинуть вот так нить проще, чем заправлять потом все иглой. Опять перекидываем. Опять перекидываем. Это довольно быстро и получается хорошо заправлен кончик.
Красный все еще не забываем, что мы ввязываем. Розовый перекидываем, опять перекидываем. Ой, вот так. Все, уголочек связан. Ну, красную нить можно, в принципе, уже обрезать, но я почему-то люблю вот заправлять вот много. Побольше прокладывать, мне как-то так спокойней кажется. Поэтому здесь я еще раз повторяю вот эту. Ну, можете уже обрезать, но мне почему-то это хочется еще здесь заправить. Опять под эти петли. Все. И сейчас я буду такой же уголок выполнять, и там уже обрежу. Здесь у нас одна воздушная петля между углами. Перекидываем. Ввязываем красный хвостик. Ну, такой же уголок, в общем, делаем. Второй столбик с накидом. Нить все перекидываем. Ну, сейчас уже все достаточно. Я ее здесь оставлю, не буду больше перекидывать. Обрезать можно. Дальше третий столбик с накидом. Две воздушные петли. И сюда же опять 3 столбика с накидом. Красную нить ввязываем в полотно. 1, 2 и 3. Все. Теперь можно оба хвостика обрезать. И красный, и розовый. Ну вот, обрезаю красный. Теперь обрезаю розовый. Получается все очень аккуратно, и когда квадрат будет готов, ничего уже не надо будет обрезать. Дальше одна воздушная петля и вяжем уголок точно так же. 2 группы еще здесь и здесь. Делаем это самостоятельно. Все, вот провязала я все уголки. Здесь одна воздушная петля уже сделана. И в третью воздушную петлю подъема я ввожу крючок и провязываю соединительный столбик. Еще одну воздушную петлю сделала и затянула. Все, второй ряд готов. Теперь в следующий уголок я буду вводить, начинать буду со следующего уголка ряд. Нить я заправляю розовую. Второй раз вытянули. Ну и третий. Все. Я буду сейчас вязать зеленым цветом. Точно так же я начинаю, как в предыдущем ряду. Зеленую нить буду прокладывать перед крючком, а розовую ввязывать в полотно. Так, затягиваем. Опять прокладываем здесь зеленую нить, перекидываем обратно 2 и перекидываем 3.
Опять перекидываем, будем вязать 2 столбика с накидом. Но это вы можете повторить уже самостоятельно. Угловой элемент. Просто каждый раз не забываем перекидывать нить перед крючком. И когда вводим крючок под цепочку, захватываем также и розовую нить, ввязываем. Уголочек связан. Значит, я заправляю розовую нить. Далее. Теперь, чем отличается третий ряд? Это появлением дополнительно группы столбиков из 3 накидов, которые мы будем вязать под эту вот воздушную петлю предыдущего ряда. И при этом не забываем каждый раз перекидывать эту зеленую нить. Перекидываем. Все, здесь можно зеленую нить уже обрезать. Последний, третий столбик с накидом в этой группе. Все, и обрезаем оба хвостика. Розовую нить обрезали. И зеленую нить также обрезали. Хвостики я имею в виду. Все. Ну вот, все аккуратно, без всяких торчащих ниток. Теперь довязываем ряд до конца. 1 воздушная петля, дальше уже знакомый нам угловой элемент. 3 столбика с накидом. 2 воздушные петли, опять 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. 1 воздушная петля. Здесь 3 столбика с накидом опять сюда. Угловой элемент. И это можно уже закончить самостоятельно. Все, заканчиваем ряд соединительным столбиком в 3-ю воздушную петлю подъема. Еще 1 воздушная петля, затягиваем нить и обрезаем. Все, 3-й ряд закончен. Дальше будет бежевый цвет и 4-й ряд. Но я не буду здесь все показывать, просто вот здесь у нас будет 2 группы из 3 столбиков с накидом. Угловой элемент, здесь провязала 3 столбика с накидом, провязала, 1 воздушная петля. И здесь мы видим, что, видите, 2 группы стало. Опять 3 столбика с накидом. В каждом последующем ряду у нас увеличивается количество этих групп по 3 столбика с накидом на 1. Была 1, здесь 2. В следующем будет, соответственно, 3 и так далее. Далее 1 воздушная петля. Дальше угловой элемент опять. Ну и закончите самостоятельно. Принцип уже понятен. Ну вот такой вот у меня квадратик получился.
Ну, здесь остался единственный этот последний хвостик. Ну, его я заправляю иголкой уже. Просто вставляю нить и заправляю вот тут вот. Посмотреть надо, чтобы аккуратно было. Вот заправляю под вот это вот основание углового элемента. Туда прямо за все нити сразу ввожу иглу. И вот так вот протягиваю. Ну, а если бы мы не заправляли сразу хвостики, то в каждом ряду приходилось бы вот так вот иглой заправлять. Конечно, это уже неудобно, когда готов квадрат, еще чего-то там доделывать, заправлять с этой иглой, возиться. Ну, дальше я вот так вот ввожу наверх, потом опять вот сюда, под эту, в основание, вот под эти столбики с накидом. Ну и все, тут можно уже обрезать. Все, квадрат готов. Дальше нужно связать еще 3 таких же квадратика, и я покажу сейчас, как их сшить все вместе, чтобы получить вот такой составной квадрат. Чтобы получить вот такой один большой квадрат. Вот, очень красиво выглядит. Вот я связала вот этот квадратик, еще вот эти 3 нужно сделать. Вот, и потом вы это сделаете у себя там за кадром, а потом я их сошью и покажу тут, как обвязать. 5 рядами там надо будет обвязать. Все, все маленькие квадратики готовы. Сейчас будем их сшивать. Я их расположила в нужном порядке. И сейчас будем делать вот такой квадрат. 2 шва здесь сделано. Я сшиваю по изнанке иглой. Так, я буду сшивать вот здесь за половинки петель, за обе половинки петель. Здесь 2 воздушные петли. Ввожу иглу вот так вот в первую и в такую же точно в первую воздушную петлю, ближайшую к столбикам с накидом, ввожу вот так иглу. Ну и здесь я просто завязываю узелок. Все, и продолжаю точно так же. Но я тут левша, левой рукой всегда держу иглу, поэтому, может, не совсем правильно все это смотрится, но в целом должно быть понятно, что вот я захватываю за обе половинки петель под каждую петлю с изнаночной стороны. Ну, если вы правша, то вот это зеркально все можно отразить, сделать. Ну и продолжаем так до конца ряда. Если перевернуть квадрат, то вот такой вот красивый шовчик получается. Очень мило так по-уютному выглядит. Так, я дошла до конца стороны квадрата. И здесь я вот также беру опять вот первую петлю пропускаю, беру вот петлю ближайшую к столбикам с накидом. Та первая петля будет по другой стороне сшиваться. Ну и вот так продолжаем до конца квадрата.
Все, дошла до конца ряда. Теперь надо заправить нить. Вот такой квадрат у меня в итоге получился, когда я сшила оба шва. Это серединка будущего большого квадрата. И теперь нужно выполнить обвязку. Начинаю обычно я от уголка точно так же. Ничем не отличается схема от того, что я уже показала. Просто вот в этом месте, где два квадрата соединяются, нужно выполнить определенным образом элемент. Вот я дошла до стыка двух квадратов, провязала одну воздушную петлю. Сейчас вяжем столбик с накидом, как обычно. Далее второй будем вязать 2 столбика с одной вершины. Ввожу под первую, в угол первого квадрата крючок, вяжу столбик с накидом не до конца, осталось 2 петли, делаю накид, и в следующий квадрат уже ввожу крючок, провязываю опять не до конца столбик с накидом, и затем все 3 петли вместе. Ну так, подтянуть можно, чтобы они поближе друг к другу были. И заканчиваем 3-й столбик с накидом сюда же, вот во второй квадрат. Все. И получился вот такой элемент. Ну а дальше опять 1 воздушная петля, и все по схеме вяжем. 3 столбика с накидом, 1 воздушная петля и так далее. Следующий ряд уже будет как обычно, без этого элемента, потому что где-то мы сделали, у нас также 3 петли получилось, а потом уже все как обычно. Просто по 3 столбика с накидами везде. На этом я заканчиваю свое видео. Большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вы почерпнули для себя что-то полезное. Возможно, даже вдохновились на вязание такого же пледа. Желаю всем творческих успехов, хорошего настроения и до встречи в моих следующих видеороликах. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии и до новых встреч. Всем пока!